Добрый день, друзья, товарищи! В этом видео будет обзор доставки ProBrunch. У них много разных филиалов, в том числе и в Тольятти есть, и я решил попробовать. Это будет интересно, сочно, приятно, много дорогих закусок. А мы поехали! It's my life. Итак, если мы говорим про эту доставку, что же прежде всего надо рассказать? Во-первых, что они позиционируются как эксклюзивные люди, которые делают кэтеринг. Кэтеринг – это выездное обслуживание, ресторанное выездное обслуживание. У них это есть в меню. К сожалению, бюджет нашего ролика, нашего канала не позволяет такое сделать, но в целом имейте в виду, также у них есть завтраки, есть обычные блюда, наподобие салатики, легкая какая-то закуска, то есть там картошка с мясом у них нет, чисто легкие закуски. Также они сильны гастрономическими сетами от шеф-повара и закусками на все случаи жизни, что называется, например, к пиву, к вину, у них это есть, там довольно приличный выбор. И на самом деле из минусов, вот пока на данный момент, я вижу только один, довольно дорого, потому что мы заказали два сета маленьких. Как они маленькие, это M, это средний, потом L это большой и XL это очень большой. Мы заказали на пробу сет дорожный, там будут сэндвичи и завтрак с сырниками. Он называется завтрак семейный с сырниками. Там как раз будет цезарь, салат, чтобы все охватить максимально и попробовать. Также у них доставка минимум часа за 2-3 надо заказывать. В нашем случае я с вечера заказал и сейчас к утру должны привезти. Мне не нравится, например, то, что я за такие деньги не могу получить в свое удобное время. То есть они сказали, что работают там, образно говоря, там какой-то у них график есть. И я завтрак заказал, плюс основное блюдо, основной сет. И поэтому они мне все привезут к 11. То есть я хотел часов 9-10, мне сказали извини. Ладно. Деньги заранее, конечно же, перевел. В принципе, вышло 2535 рублей. За такой объем еды, который будет ранее, давайте посмотрим, много это или мало. Также очень, вы знаете, я выделил прямо на данном этапе, выделил бы это уровень сервиса при общении с людьми. То есть я заказывал в Instagram, там у них, у каждого города есть свой ProBrunch. Например, ProBrunch Тольятти, ProBrunch Самара и так далее, и так далее. И вы знаете, удивительно, как они быстро отвечают и максимально подробно и информативно. То есть я написал людям, они мне тут же ответили, ссылку скинули, там все прям рассказали. Мне кажется, там сидят операторы, понятно, и работают именно это их работа. Вы знаете, очень нравится. Это однозначно плюс и лайк. И с вас плюс и лайк за этот ролик. Не забудь, подпишись. Мы стараемся для вас. Что там вообще у них в меню? Это, конечно же, нарезки, одно из основных. Нарезка фруктовая или овощная, нарезка сыра, нарезка мяса. Это как мясные, как они называют, фруктовые боксы. Затем это к вину, к пиву какие-то определенные закуски, жареные, например, тоже есть. Затем сэндвичи, салаты, просто смесь каких-то блюд, тоже это есть. Конечно же, тарталетки, набитые разными видами. По большому счету, как я уже ранее говорил, это скорее, перекус, закуски. То есть, например, если вы не хотите заморачиваться, например, хотите завтрак, причем чтобы уже такой легкий был, в коробке, чтобы без горячего, а просто легкий перекус, а кофе вы сделаете тут, у себя дома, то вот это подойдет. Или, например, у вас выездной какой-то встречи, может быть, или вы где-то собираетесь на пикнике, то вот как раз это подойдет. Вы не хотите заморачиваться, просто ко времени заранее заготавливаете заказ, оплачиваете, вам привозят, все, вы уехали, например. Наподобие такого. Потому что в обычных условиях я не представляю, зачем это надо. Итак, нам привезли две вот такие коробки. И давайте посмотрим, что же там будет и как все это выглядит.
открывается все вот так. Такая добротная застежка. И это у нас... О-хо-хо, мама мия, Санта Розарита. Это мед с джемом. Маленькие ложечки к нему. Как же это круто выглядит. Давайте и вторую также откроем. Это сет дорожный. Это у нас салаты Цезарь. Такие небольшие порции. Бутерброды. И 2 сэндвича. Бутер немножко чуть не убежал. Хлеб, кстати, чуть-чуть засушен. Вот такая вот история. Так, вот у нас салат Цезарь. Давайте посмотрим, что тут внутри. Угу, яиц нет. А так все остальное нормально. Вроде салат нормальный. Итак, мы это с трудом побороли. Точнее, половину побороли. И давайте как итоги завершения этой доставки. Вкусно-невкусно. Первое. Давайте поговорим про упаковку, про салфетки. Не было вообще никаких салфеток. 2 маленькие ложечки стеклянные к меду и варенью. Все. То есть, мне кажется, если это все-таки кэтеринг, это выездная доставка и вообще в целом доставки, мне кажется, должны ложить салфетки. Обязательно. Про бранч надо исправляться. Причем, мне кажется, это не такая большая сумма, просто там 5-10 салфеток. Вот, это раз. Про упаковку. Упаковка была достойная. Там плотный картон, большие хорошие коробки. Сверху все так прозрачно видно, что тебе привезли. Это нравится. То есть надо вскрывать, проверять, все это видно. Везде визитки у них. Картон реально плотный. Также я хочу сказать, что дьявол кроется в мелочах. Вот и здесь есть мелочи, которые очень приятные и очень радуют. Одна из таких мелочей – это фирменная символика про бранча. Это везде видно. Специальные коробки, визитки, бумага, вот их местная, где все завернуто, сэндвичи были завернуты в нее. Это радует и это нравится. Итак, давайте поговорим более подробно про то, что мы заказали. Мы заказали 2 сета. Сет дорожный и сет семейный, завтрак с сырниками. Итак, сет дорожный, сэндвичи. Их называют еще клаб сэндвичи. Они были как раз перемотаны бумагой и такой суровой ниткой, что ли. Вот к ним, кстати, вопросы. Довольно тощие, очень мало соуса. Конечно, претензий к ним в целом нет. Там огурчики, какое-то мяско, по-моему, даже было мяско какое-то. Не впечатлили. Далее 2 бутера были с солями и с семгой. Вот они, кстати, бомбические. Там соуса приличное количество было. И у них, вот знаете, есть своя фишка. То есть солями прям мега, вот знаете, элитное дорогое солями, которое тает во рту. И вместе с этим творожным, кстати, и в первых клаб сэндвичах тоже был творожный такой, как соус, видно, может быть, самодельный или просто творог. Купили хороший какой-то, вот этот такой, который можно намазать. Очень вкусно. Вот это прям вкусно.
они, знаете, как вкус сбалансированный. То есть ты кушаешь, и это действительно, ну, прям полный аккомпанемент. В то время как в клаб-сэндвиче явно чего-то не хватает. Мое предположение, раз там, ну, получается, 2 больших сэндвича режут на 2 части, и в итоге 4 их там, сделайте в одной пряный, например, какой-нибудь привкус с карри, а во второй чуть-чуть остринки сделайте, чуть-чуть, и все, и у вас уже сразу будет изменение в лучшую сторону, ну и, соответственно, публика будет довольна. Салат «Цезарь» из дорожного сета. Он очень хороший, вкусный. Единственное, там яиц не было, потому что по рецепту полагаются яйца. И не было к этому «Цезарю» никаких вилочек, ничего. То есть подразумевается, что мы либо с руками будем есть, либо у нас свои вилки. Как итог по этому сету, вы знаете, ну я бы поставил 3,5-4 из 5. Потому что вкусно, нажористо. Было действительно оригинально. И вот так вот взять его куда-то в дорогу, например, или куда-то уехать с этим сетом, вы знаете, гарантия того, что ты наешься и не будешь заморачиваться с готовкой. Те же даже вот какие-то, если даже вилки найдешь, ты сможешь нормально покушать салат, например. Сэндвичи там бумага, они в бумаге, ты их сможешь так поесть. Поэтому было нормально, было вкусно. По сету дорожный мы взяли М-ку, это получается самый маленький. И он, ну, поистине на двоих даже, ну, получается М это middle, средний, но он реально большой. То есть там 2 порции салата, и по 3 бутерброда и 4 сэндвича. Это прилично, на двоих это прям, ну, нормально заходит. Сет «Завтрак семейный». Очень зашло сама идея завтрака, что ты заказываешь и тебе привозят, но видите как, не привезли с утра его. Возможно, если заказывать просто завтрак, а нам не к 8, к 9 смогут привезти. Ну, ладно, это мелочи. Также тут не было салфеток, к сожалению. А из приборов к этому сету положили 2 маленькие стеклянные ложечки к варенью и меду. Брускет с семгой и яйцом пашот. Это очень вкусно и нажористо. Действительно, поистине царский завтрак. Вкусно, однозначно. Авокадо, семга, яйцо. То, что нужно для полноценного, хорошего, сбалансированного рациона. Кстати, весь хлеб, который был привезен, вот все это бутерброды, все, что было, они были чуть-чуть слегка доведены до хрустящей такой корочки. И при этом они были абсолютно мягкие внутри. То есть, вы знаете, идеальные тосты. Вот я бы так сказал. Прям претензий нет. Про бранч молодцы. Лайк про бранчу. И вы тоже поставьте лайк за труды, за обзоры. Следующее это круассан с карбонадом. И вы знаете, мне кажется, это одно из самых вкусных блюд, которые вот мы сегодня ели на этом обзоре. Почему? Во-первых, соус. Тот же самый творожный сыр, походу, только его там больше всего положили. И вот этот такой сладковатый, такой приятный вкус выпечки этого круассана вместе с мясом, зеленью, соусом дают, знаете, вот очень приятное ощущение во рту. Вот я бы вам прям рекомендовал попробовать про бранче вот именно вот это. Это стоит того, поверьте мне, стоит. Сырники. Ел много разных сырников, разных видов, но вот эти одни из лучших. Почему? Во-первых, первое, они когда приехали к нам, они были еще теплые. Все доставлялось в термосумке, и курьер был в маске, поэтому все было нормально. И когда мы их попробовали, действительно, минимум, знаете, вот этих всех там каких-то масел, муки, легкие, простые, обычные сырнички, сделанные правильно, по классическому рецепту. По-моему, было чуть-чуть ванили и сахара, и поэтому они такие, ну, знаете, более сладкие. И хорошо заходят с вареньем. Кстати, варенье какое-то ягодное, возможно, клюквенное, брусничное, непонятно было, но такое, ну, знаете, очень приятное, легкое, в меру сладкое. Ну и мед, тут по меду нечего сказать, обычный мед. Зашло, очень вкусно. Свежие фрукты.
По свежим фруктам, кстати, было вопрос такой, там увидели нарезанный лимон, подумалось, зачем там лимон, к чаю что ли? А потом попробовал, а это не лимон, это походу либо свити белый, либо грейпфрут белый. Ну, в общем, вкусно, все свежее, вкусное, томаты черри, все как на подбор, клубничка порезанная, приятная, мягкая, свежая. И знаете, она не холодная, и все было не холодная, комнатная температура. Скорее всего, это с утра было куплено, приготовлено, сделано и привезено. Ну, то есть оперативно сработано, там, образно говоря, за час, за полтора они все это сделали и привезли. Молодцы, приятно. Как итог, в целом, мне понравилось, было очень вкусно, познавательно, нажористо, самое главное. Я один бы точно целую такую маленькую, получается, самую не съел бы коробку. Вопрос, рекомендовал бы я, вы знаете, я бы рекомендовал. Рекомендовал попробовать хотя бы раз в жизни это и насладиться вкусом. Конечно, это не для регулярных заказов, потому что это довольно дорого. И если, например, как я готовлю, то я бы, наверное, сам все это быстрее, дешевле сделал, не быстрее. А вот если охота, знаете, расслабиться, как-то вот побаловать себя и разок там любимую свою побаловать, то я думаю, это зайдет однозначно. Или если вы куда-то выезжаете и не хотите заморачиваться с готовкой и хотите такое, знаете, забалансированное питание какое-то или просто какой-то перекус взять, то это очень будет кстати. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Очень признателен. Ставьте лайк, оставляйте комментарий, кого бы вы еще хотели увидеть на доставке, что бы вы хотели увидеть. Ну и, соответственно, я буду вам признателен. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.